Привет, друзья! Меня давно просили рассказать про стоимость жизни в Чили. Я рассказывала уже в этих видео про стоимость продуктов, я вот здесь ссылочку помещу. Но меня также просили рассказать про то, сколько стоят в основном вот другие расходы, которые приходится платить здесь в Чили. Такие как квартира, интернет и все вот это вот, все вот эти вот расходы. Сейчас мы с вами разберем. Я буду говорить в среднем, потому что в зависимости от района, региона, центр, не центр, цена может отличаться. Поэтому будем усреднять. Начнем с самой затратной части, это аренда жилья. В таких городах, как Кельпе, то есть в маленьких городках, не в центре, можно арендовать жилье где-то за 350-450 долларов в месяц. Жилье нормального типа, то есть пригодное, без излишеств, без каких-то, может быть, там бассейнов и прочего. То есть это будет нормальная, хорошая квартира на одного, то есть одна ванная, одна спальня. Я сейчас смотрю, буду все говорить про одну ванную, одну спальню, потому что, чтобы как-то усреднить этот показатель. Вот. То есть в маленьком городке 350-450 долларов можно снять вот такую хорошенькую квартиру. Можно найти за 300, но тогда уже внутри будет все как-то не очень комфортно, маленькая кухонька, старые какие-то вещи, старая мебель и, то есть ветхое жилье. Такой уровень аренды возможен в маленьких городках, конечно, не на побережье и не в престижных районах столицы Сантьяго. Если вы планируете поселиться на побережье, то там цены будут немножечко выше. Сейчас мы с вами посмотрим, я вам покажу карту местного сайта по поиску недвижимости на аренду, и сейчас мы с вами посмотрим. Вот я открыла карту портала Immobiliario. Это самый часто используемый портал для поиска недвижимости. Здесь вот есть разного типа. Вот возьмем для начала вот эту, например, квартирку. Рядом с океаном, хорошая кухня, просторная довольно-таки. Непошатанная мебель, есть балкончик такой симпатичный. Ну, хорошая спальня. Сдается это все с мебелью. В комплексе, в кондоминиуме. Океан рядом, даже видно из окна. Вот этот вариант у нас стоит 700 долларов. 700 долларов в месяц. Что у нас здесь есть? Есть бассейн в комплексе. И одно парковочное место тоже входит в аренду. Вот такой вот вариант. Это тоже одна спальня, одна ванная. Посмотрим вот этот вариант за 520 долларов в месяц. Балкончик неплохой, спальня. Ну, тоже все прилично. Хорошая отделка. По фото так очень даже миленько. Есть вот спортивный зал в комплексе, тоже крытый бассейн, прихожая. И также паркинг. Ну, даже есть тоже вид на океан. И это, я так понимаю, тоже кондоминиум. То есть такой вот высотка. Практически тоже рядом с океаном. Стоит 520. Да, одна спальня, одна ванная. 55 метров квадратных всего. Да, есть терраса, есть бассейн. Просторная квартира. Тоже неплохой вариант. Это мы сейчас в Винья-дель-Мар. Еще вот есть вариант за 550 долларов. Ну, тут уже немножко похуже. Уже кухня не такая симпатичная. Туалет тоже не такой красивенький, как в прошлом варианте. Но зато тоже есть бассейн в комплексе. Это стоит 550. Тоже одна спальня, одна ванная. Одно парковочное место. Но здесь нет никаких других удобств. Ни террасы, ни спортзала. Этого здесь нет. Давайте немножко посмотрим выше по карте. Тоже на море, на океане, если точнее. Но уже другая часть немножко. Это у нас будет
Реньяка или Канкон. Это у нас будет Реньяка. Тут вот тоже, смотрите, цены 500, 500, 390, вот даже можно найти, 430, 440. Это все, я смотрю, одна спальня, одна ванная. 500, 530. Ну, давайте вот этот вариант посмотрим за 500. Сразу видно, что здесь есть бассейн открытый и бассейн закрытый. Ну, симпатичная очень кухня есть, небольшая. Спальня, даже 2 кровати дополнительные раскладываются. Тоже очень миленько, симпатично. Есть общая зона, прихожая, вот внутренний бассейн, бильярд даже есть. Это у нас была Реньяка за 500 долларов. Смотрите, здесь еще есть Гастус Коммунес, но об этом чуть позже расскажу. Что такое Гастус Коммунес? Здесь они 90 долларов стоят. За 350, вот давайте посмотрим подешевле. Ну, здесь, конечно, интерьер уже попроще, но базовые удобства все есть. То есть жить вполне можно. Кухня совсем крохотная, совсем-совсем закуточек. Со старой мебелью, старый гарнитур. Ну вот, зато дешевле. Старый холодильник, уже так попользованная ванная. Но терраса тоже есть и зеленая зона. 20 квадратных метров. Ну, то есть совсем маленькая комнатка, маленькая кухонька. Все очень такое компактное. Давайте немножко еще подвинемся по карте наверх до Канкуна. Тоже очень популярный город для жизни. Там находятся красивые пейзажи с дюнами. Тоже есть побережье, все это есть, пляжи. Ну, посмотрим на цены. 530. Тоже с бассейном, кухня хорошая. Площадка для футбола, наверное. Вижу 2 бассейна у них. Кухня просторная. Спальня. Хороший вид. Довольно-таки солнечно, мне кажется, и светло в квартире. Это было у нас 550 в месяц с мебелью. Если вы хотите жить в Сантьяго, то это уже немножко другая история. Там цены повыше. Я говорю про безопасные районы, такие как Витакура, Лас-Кондес, Барнечея и вот этот весь сектор. Цены там повыше, и за такую же квартиру с одной спальней и одной ванной комнатой придется заплатить от 800 долларов. 800 это самый минимум. Я когда сейчас смотрела, ниже даже не нашла. То есть все 800 и выше, 850 и с чем-то 800 дальше. Плюс к этой сумме всегда, если вы снимаете на побережье, в любом случае, что вы снимаете в центре, в Сантьяго, неважно где, плюс к этой сумме нужно добавлять так называемый Гастус Коммунес. Это общие платежи, которые оплачиваются каждый месяц за обслуживание вашего общего имущества в кондоминиуме, в доме, где вы живете. Что это значит? Туда входит обычно обслуживание бассейна, освещение территории, уборка общей территории, оплата консьержа, оплата охраны территории, электричество общих зон. Если есть сад, тогда уход за садом, полив сада, садовник, если он есть. Вот такие это дополнительные расходы. То есть чем больше в вашем кондоминиуме есть удобств, бассейн, тренажерный зал, общая кинчо, что там еще может быть, какие-то комнаты для дней рождения проведения, это будет все увеличивать эти Гастус Коммунес. Давайте с вами посмотрим реальные объявления, которые есть вот сейчас по Сантьяго в хорошем районе, сколько у нас стоит также с одной спальней и одной ванной комнатой квартира. Вот, например, 869 долларов стоит. Здесь написана цена в УФ. Здесь также говорится, что Гастус Коммунес
от 85 долларов. То есть мы прибавляем к этой цене каждый месяц еще 85 долларов. Что у нас здесь есть? Одна спальня, одна ванная, 51,7 метров квадратных. Посмотрим еще с вами один вариант. Он уже стоит 950 долларов и 150, обратите внимание, Gastos Comunes. 150, то есть получается всего уже за 1000 долларов переваливаем. Это тоже квартира находится в районе Витакура, хороший район, 60 метров квадратных. Это у нас кухня, просторная спальня хорошая, ванная. Еще один вариант. 800, почти 830, 60 Gastos Comunes. Симпатичная кухня, спальня. Все, что нужно для жизни, здесь есть. Я так понимаю, что она сдается уже с мебелью. 60 Gastos Comunes. То есть вот такие вот цены мы имеем с вами по Сантьяго. От 800 долларов. Можно за 800 найти, но скорее будет даже чуть больше. Однокомнатную квартиру с ванной. Это что касается аренды жилья. Далее идем к следующему пункту расходов. Это у нас телефон и интернет. Мы платим за телефон, за мобильную связь 10 долларов в месяц. Мобильный интернет где-то 16 долларов в месяц. Следующий пункт, третий, это продукты. Про продукты у меня уже было отдельное видео. Я уже на него ссылку располагала. Может быть, если получится, еще раз поставлю. Я посчитала довольно-таки приближенно. То есть, если готовить дома, выходит где-то 300 долларов. Это ориентировочная сумма на одного человека, который покупает стандартные базовые продукты. Там хлеб, овощи, мясо, курицу, крупы и так далее. И готовит сам дома. Далее пункт 4, это у нас коммунальные услуги. Коммунальные услуги это не Gastos Comunes. Коммунальные услуги это именно то, что вы потратили. То есть ваш свет, вода, газ, все вот это. Где-то выходит примерно 60 долларов в месяц. Для Сантьяго, для престижных районов сумма увеличится. Где-то будет 100 долларов в месяц в среднем. Следующий пункт у нас это транспорт. Если пользуетесь общественным транспортом, это метро, автобусы, где-то в среднем выйдет 40 долларов в месяц. Следующий очень важный пункт у нас это медицина. Если у вас есть частная страховка, самая базовая стоит 150 в среднем долларов в месяц. Если страховки нет, а если вы здесь будете как турист, и первое время у вас ее не будет, то стоимость зависит от конкретных врачей и конкретных клиник. Я, когда ходила здесь к врачу-специалисту, мне прием обошелся в примерно 28 долларов. Один прием. Итак, складываем все, что у нас насобиралось, все эти расходы, и у нас получается где-то 1000 долларов на одного в месяц. Давайте добавим туда немножечко разнообразия в эту жизнь. Добавим один поход в ресторан, например. Один поход в ресторан здесь обойдется где-то в среднем в 30-40 долларов. В ресторан не слишком шикарный, в ресторан нормальный, средней ценовой категории. Дальше заказ, например, суши один раз, 20-30 долларов. Пицца один раз, 12-18 долларов. Давайте еще запишем туда же в расходы абонемент в спортивный зал. Это где-то будет 25 долларов в месяц. Суммируя все вышесказанное, все суммы, мы получаем где-то 1100 долларов, от 1100 долларов в месяц. Жизнь в престижных районах Сантьяго, таких как Лас-Кондес, Витакура, о которых я уже говорила, она заметно дороже. Основной пункт расходов это аренда, о которой мы уже упоминали. Но также там выйдет вам дороже и коммунальные услуги, Gastos Comunes,
там всегда дороже, чем в других регионах. Но продукты, сотовая связь, транспорт, они сопоставимы с ценами в регионах. Если подсчитать все расходы по Сантьяго, вот у меня получилось где-то от $1700 в месяц на человека. Если брать также, добавлять туда вот эти развлечения, то от $1900–2000 на человека. Что касается дополнительных расходов, например, если вы хотите взять в аренду машину. Аренда машины среднего класса обойдется где-то как минимум $600 в месяц. Плюс еще добавляйте к этому стоимость бензина. Если у вас есть маленькие дети, частный детский сад стоит в среднем $350 в месяц. В Сантьяго также будет дороже, где-то от $550 в месяц. Вот такие вот расходы вас ждут, если вы планируете жить в Чили. Я не скажу, что это дешево. Цены, в принципе, сопоставимы с другими странами. Мне недавно написали, что цены на продукты как в Канаде. Ну, да, в принципе, может такое быть, да. Оно так и есть. Подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях свои вопросы, я на них обязательно отвечу в отдельном видео. Также буду благодарна, если напишите, какие темы вас тоже интересуют про Чили, и если получится, я тоже на них сниму видео. Вас у меня уже более 100 подписчиков. Я начинала с 2–3 человек, теперь уже более 100. Спасибо вам за то, что подписываетесь, за то, что смотрите. Надеюсь, вам было интересно и будет интересно дальше узнавать про жизнь в Чили.